Резкий перелом на фронте, жесткий расклад для захватчиков. Россия начала внезапно проигрывать. Американцы заявляют о вторжении в Европу и столице. Удар по союзникам. Половина человечества может исчезнуть. Катастрофа мирового масштаба. Что происходит? Россия и Украина договорились. Редкое событие. Где Москва и Киев теперь не воюют, а разговаривают. Проведены успешные переговоры. Путину изменили. Союзник отвернулся от Кремля. Крайне болезненный удар в спину. Российские флаги и крики «Россия» уже появились в столице этой страны. К чему все идет? Об этом и многом другом к утру понедельника, 8 июня. Утро понедельника не такое сложное, если вы начинаете его вместе с нехта. Первый день рабочей недели уже в самом разгаре, и вот главные новости к этому часу. Кажется, на фронте прямо сейчас наметился жесткий и внезапный перелом, и далеко не в пользу Москвы. По оценке Института изучения войны, в мае Украина освободила больше территории, чем захватила Россия. Оккупанты заняли или вклинились примерно на 40 квадратных километров, но потеряли контроль над почти 280, причем часть российских продвижений – это лишь временное просачивание мелких групп, которые территорию, по сути, не удерживают. Продвижение можно оценивать по-разному. Можно показать двух бойцов наших из развалин, вот высунувшись буквально в дырку в разваленной крыше, да, растянувших российский флаг, и сразу поставить галочку, что населенный пункт освобожден. Да? Вот. Я думаю, что в большинстве случаев примерно так и делается. А цена каждого километра для Москвы взлетела. Если осенью на квадратный километр уходило 67 солдат, то в мае уже под 200. Россия начала весенне-летнее наступление, и оно с треском провалилось. Они теряют больше территории, чем могут захватить, а значит, Украина перешла в наступление и отвоевывает земли. При этом Путин по-прежнему рассказывает, что армия якобы наступает каждый день, но в какую сторону не уточняет. Не можем не повторить. И как дела на линии боевого соприкосновения? Дела такие, что у нас 17 дронов на километр, а у них по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика. Кажется, Крыму окончательно становится плохо. Если сначала речь шла о дырявом мосте и бензине по талонам, то позже ночью удар пришелся уже по самим запасам топлива. По данным Крымского ветра, партизаны АТЭШ и спутника НАСА, украинские дроны атаковали сразу две нефтебазы – Феодосии и поселке Ленина, плюс воинскую часть в Советском. Феодосийский терминал – крупнейшее нефтехранилище полуострова, до 250 тысяч тонн топлива. В Ленина полыхнуло так, что зарево видели местные, а спутник зафиксировал растущий пожар. Взрывы той же ночью гремели в Джанкое, Севастополе и Симферополе. По всему Крыму разом. А ведь и даже штаб Черноморского флота в Севастополе после недавнего ракетного удара, по сообщениям, выгорел изнутри. Все окна теперь забиты фанерой. Логика железная. Дорогу перерезали, бензовозы жгут, а теперь добивают и сами хранилища. Снабжать полуостров становится попросту нечем. И редкая новость, где Москва и Киев не воюют, а договариваются. Российские и украинские омбудсмены Яна Лантратова и Дмитрий Лубенец встретились 5 июня на белорусско-украинской границе и условились наладить прямой канал передачи документов для граждан обеих стран. Без них родственники погибших не могут оформить выплаты, а люди подтвердить пенсионный стаж. Договорились и о большем взаимных визитах к военнопленным, обмене списками на передачу, пересылке писем и посылок. На фоне ежедневных ударов звучит почти неправдоподобно. Но такие тихие договоренности порой стоят больше громких заявлений. Война будущего уже здесь и сейчас, с роботами вместо солдат. На севере Китая завершились совместные с Монголией учения «Степной партнер-2026». И главной звездой стали не люди, а машины. Китайский госканал CCTV с гордостью показал роботов-волков. Четвероногие машины с автоматами на спине преодолевали препятствия и расстреливали позиции условного противника, пока дроны вели разведку с воздуха. То, что еще недавно было фантастикой из мира кино, сегодня уже бегает по полигону с боевым оружием и все ближе подбирается к настоящему полю боя. Союзники следят за союзниками. Доверять больше никому нельзя? По данным New York Times, американская разведка зафиксировала, что Израиль прослушивал переговоры высокопоставленных чиновников США, в том числе спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и одного из топ-политиков Пентагона Элбриджа Колби. Причем интересовало Израиль, судя по всему, прежде всего то, что США обсуждают с Ираном. Дошло до того, что Пентагону пришлось поднять уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до максимального, критического. В Тель-Авиве при этом все отрицают, мол, Израиль не
шпионит за США. Вот такая дружба особых союзников с прослушкой и многомиллиардной помощью одновременно. Путину изменили. Удар в спину. Эрдоган все чаще поглядывает в сторону Киева, и хозяину Кремля достается разве что спина. По данным Нью-Йорк Таймс, Турция активно помогает Украине закрепляться на Ближнем Востоке, а после падения Асада нарастила влияние в Сирии, там, где Москва как раз просела. Анкара уже почти не притворяется, что балансирует между Россией и НАТО. И ведь Россия сама дала Эрдогану свободу выбора. Путин увяз в Украине и не сумел спасти главного союзника в регионе. А Турция, давний поставщик байрактаров Киеву, этим пользуется и сама лезет в первые игроки. Дружба, которой Кремль так гордился, тает на глазах и, похоже, окончательно. Российские флаги и крики «Россия!» прямо в центре Стамбула. Такое там устроили фанаты белорусского рэпера. Перед концертом Макс Коржа тысячи русскоязычных поклонников из стран СНГ заполонили центр города, жгли фаеры, запускали фейерверки, дебоширили и хулиганили до утра, с гордостью выкладывая все это в соцсети. Местные, мягко говоря, не оценили. Турки жаловались, что не спали сутками и требовали от приезжих валить домой. Дошло и до стычек. По данным базы, в одной из ссор местный обжег девушке лицо фаерами и угрожал разбитой бутылкой. Для Коржа такие сцены почти традиция. Концерт в Варшаве год назад обернулся десятками депортаций. В Казахстане выступления и вовсе отменили, опасаясь «можем повторения». А в Бухаресте фанаты подрались с местными. Ирония в том, что сам Корж — антивоенный артист, уехавший из Беларуси и попавший в черные списки и Москвы, и Лукашенко. Но запретил кричать фанатам известную кричалку о Путине. Кроме моего имени ничего нельзя кричать. Ну а публика у него пестрая, и каждый концерт в Европе рискует превратиться из праздника в международный скандал, где русские флаги и крики «Россия» мирно соседствуют с украинскими, а местные жители мечтают только об одном, чтобы это все поскорее закончилось. Дюссельдорф, 26 июня. Это не анонс, а предупреждение, оберег. Американцы уже официально называют происходящее вторжением. Глава Пентагона напрямую публично ударил по союзникам. К сожалению, сегодня европейские пляжи штурмуют другие опасные идеологии. Пляжи Испании и Италии, Греции и Болгарии. Прибывают лодки, прибывают мужчины. Когда европейские столицы начнут что-то делать с этим вторжением? Или уже слишком поздно? Я молюсь, чтобы это было не так. И верю, что это не так. 82-я годовщина высадки союзников в Нормандии – повод, чтобы вспомнить, как было раньше. Но сегодня уже все по-другому. Европа, годами кичившаяся открытостью, разворачивается на 180. ЕС принял новый регламент о возвращении и всерьез обсуждает то, что вчера звучало немыслимо – лагеря для депортированных за пределы Союза. Нидерланды, Дания, Австрия, Италия, Германия уже втихую ищут страны в Африке, готовые за деньги и визовые поблажки забирать высланных. Испанская Эль Паís зовет это прямо – трампизация Европы. Это лучше, чем что-либо другое символизирует трансформацию европейской миграционной политики. Вопрос больше не в том, как принимать прибывающих, а в том, как им помешать приехать и как их выдворить, когда они все же приезжают. Сегодня все бьют тревогу. Половина человечества может исчезнуть уже через 40 лет, а почти треть населения планеты к середине века станет пенсионерами. Работать будет некому, разве что роботам. Люди окончательно разучились рожать. В 66 странах рождаемость упала ниже плинтуса, ниже уровня воспроизводства. Япония достигла катастрофического минимума рождений на 15 лет раньше всех прогнозов. С ней рядом Южная Корея, Италия, Испания и Китай. Ученые все чаще тычут пальцем в неожиданного виновника – смартфоны. Люди перестали встречаться, заводить отношения и детей, плюс дорогое жилье, неуверенность в завтрашнем дне, климат. К 2050 году каждый четвертый человек на этой планете будет африканцем. Это не прогноз, это реальный арифметический расчет. По одной из моделей уже через 10-20 лет Земля из-за жары, засухи и вырубки лесов сможет прокормить лишь до 2 миллиардов человек. Но так происходит далеко не везде. Британия держит уверенный рост и не прогибается. Правда, Черчилля уже убирают с британских банкнот. Говорят, он не отражает разнообразия и слишком империалист. Лицо, олицетворявшее стойкость Британии в самый темный ее час, теперь меняют на уток и барсуков. Нейтральную природу. Мусульмане – успешные, талантливые и творческие люди. Они внесли огромный вклад в историю Британии.
Они добрые, артистичные и образованные. Они – лицо современной Британии. Это фантастические люди. Здесь не поспоришь. Данные показывают, что коренные белые британцы перестанут быть большинством в своей стране уже к 2063 году. Топ самых популярных имен для детей в Британии уже третий год подряд возглавляет Мухаммад. По всей стране продолжают вспыхивать протесты у отелей с просителями убежища, а маленькие лодки через Ла-Манш продолжают прибывать десятками. Недавно 18-летнего студента польского происхождения Генри Новака зарезал мигрант, который потом солгал полиции, что стал жертвой расизма. И копы сначала надели наручники на умирающего парня. Глава МВД страны Шабана Махмуд заявляет, что все под контролем. А вы как думаете, под контролем? И из-за кого здесь в этой войне идеологии? И где Европе брать рабочие руки? И что будет с человечеством через пару десятков лет? Обязательно напишите в комментариях. Кстати, НАСА планирует к 2032 году развернуть на Луне обитаемую станцию, если их не опередит Китай. А вы бы хотели переехать на Луну, сбежать от всего этого? В России, похоже, изобрели машину времени. Едет назад. Глава русской медиагруппы Сергей Бунин объявил радио медиа будущего. Удобно, без интернета, бесплатно. Включил приемник и слушаешь проверенную информацию и музыку. Следом эксперт по кибербезопасности Юрий Максимов предложил вообще дернуть рубильник и отключить страну от мирового интернета. Спасать граждан от Ютуба и западных нейросетей. Это точно кибербезопасно. Потому что когда все пойдет, выйдет из-под контроля, а что это будет? Кибервойна, кибертерроризм? Или Ишка сойдет с ума? Мы же не знаем этого достоверно. Конечно, неплохо было иметь возможность дернуть рубильник перед тем, как наша цивилизация исчезнет. А Скобеева на встрече про ту самую кибербезопасность попросила всех выключить телефоны, чтобы не дозвонились мошенники. Выключайте, пожалуйста, телефоны сегодня, чтобы нам хотя бы во время дискуссии не дозвонились мошенники. Логика железная. Самый безопасный гаджет выключенный, лучший интернет отсутствующий, а медиа будущего — это радио. Короче говоря, дальше только хуже. Подключайте наш надежный Nextstep VPN с живой поддержкой. Все ссылки под видео. Обязательно подписывайтесь. В вечернем выпуске с Олесем Корниенко еще больше интересного.